Алиса, стоп! Так, я надеюсь, я в эфире. Добрый вечер. Меня слышно, видно. Надеюсь, что да. И на YouTube, и ВКонтакте. И там, и там. Меня зовут Егор, я программист. Каждую пятницу мы выходим в эфир в 6 часов, стараемся не пропускать. Вы задаете мне вопросы, касающиеся программирования, философии программирования, жизни программиста, философа, вашей карьеры, ваших управленческих ситуаций. Обо всем можем поговорить. Вопросы пишем текстом. Я выбираю некоторые из них для того, чтобы ответить. Некоторые пропускаю, потому что они повторяются. Смотрите прошлые выпуски, чтобы не задавать те же вопросы, которые мы уже обсуждали. И в конце стараемся выйти на что-нибудь максимально философское. У нас почему-то получается в основном выходить на вопросы отношений женщин и мужчин, но, видимо, это такой тренд на рынке сейчас, и нам от него никуда не деться. Вопрос первый. Какая у вас модель ноута и какой посоветуете? У меня MacBook M2 Pro 16 дюймов. Мне он нравится все меньше и меньше. Вообще продукты Apple, они как будто бы ухудшаются со временем. Я помню свой первый ноут MacBook, не знаю, больше 10 лет назад я его купил, лет 15, наверное. И это была совсем другая техника. Ничего не могу посоветовать лучше, потому что проблема в операционной системе. Оборудование Huawei, например, очень хорошее, как железо. Ноуты у них прекрасные, и экраны лучше, чем у Apple, и сами корпуса. Но туда устанавливается Windows, и это весь смысл теряется в этой красоте. Поставить туда Ubuntu можно. Есть такие люди, которые умеют это делать, и у меня даже знакомые есть. Это может работать, но там возникают всякие сложности. Что-то не работает, то звук отключается, то нестабильно Bluetooth работает. Это нерабочая формула пока, по крайней мере, и уже последние 20 лет. Дальше вопрос. Буду делать аудит архитектуры системы чужой non-performing команды. То есть команда, которая плохо работает. Цель – диагноз. И может быть потом лечение. На что смотреть, как начать, что не делать. Сходите на сайт kaicode.org. Это конкурс open source проектов, которые мы проводим каждый год. И на сайте рассказываем о том, на что мы обращаем внимание. Там есть конкретный список критериев, которые для нас важны в каждом проекте. Обращайте внимание на них же. Даже можете пойти по списку. Есть ли там юнит-тестирование? Есть ли там код coverage control? Есть ли там continuous integration? Есть ли там код-ревью? Делается ли там работа через pull-реквесты или нет? И на каждый этот пункт вы должны выставить некую оценку. Это будет прекрасный диагноз, прекрасная диагностика здоровья проекта. Дальше оттуда будете уже отталкиваться. Что будет хуже всего, что находится внизу списка по рейтингу. На то и обращайте внимание. Дальше. У нас сейчас огромные возможности, но вместо новых операционных систем и космоса большинство создает аппликейшены для пиццерий и электронной коммерции. Почему индустрия выбрала этот путь и как развернуть нас к настоящим вызовам? Вы просто обращаете внимание на то, что вокруг вас происходит. Если вы окажетесь где-нибудь ближе к стартапам из Калифорнии, которые занимаются искусственным интеллектом, например, или ближе к SpaceX, которые тоже космосом занимаются, то у вас будет другое ощущение. Вы и мы, к сожалению, находимся на периферии мировой науки и мировой техники. Мы в деревне живем. И, конечно, судить по тому, что происходит в деревне, о том, что происходит в столице, не совсем корректно. Индустрия не выбрала путь электронной коммерции и пиццерий. Как раз сейчас индустрия развивается с огромной скоростью, куда быстрее, чем она развивалась 10 лет назад. И денег вкладывается больше в технологии, и скорость появления технологий новых все выше и выше. Просто мы, к сожалению, отстаем и наблюдаем за этим всем через призму телеграм-каналов и новостных сайтов, не более, к сожалению.
Так, это пропустим. Суть всего IT в автоматизации процессов, но почему с каждым новым витком развития привносится еще больше хаоса? Опять же, не соглашусь. Ну, посмотрите на то, что вокруг нас сейчас. Поскольку мы находимся в русскоязычном пространстве, посмотрите на автоматизацию государственных услуг, на автоматизацию, не знаю, кафе, ресторанов, такси, те же пиццы, тот же электронный e-commerce. Все куда лучше, чем было раньше. Может быть, в разработке хаоса много. Может быть, вы об этом говорите. О том, что внутри. Здесь тоже, может быть, хаос возникает из-за большого количества вариантов. Все больше и больше фреймворков, все больше вариативности. И отсюда, наверное, ощущение хаоса. Но у меня нет такого ощущения, что вроде бы мы куда-то вниз движемся. Мне кажется, мы движемся вверх в технологическом плане. Может быть, в области менеджмента, да, мы, в лучшем случае стоим на месте. Мы не поднимаемся вверх, у нас не появляется больше организованности в нашей работе. Это да. Мы как были в рабовладельческом строе, мы как сидели в офисах по 8 часов в день, мы как отчитывались начальству за отработанное время, так это все и остается на тех же местах. Но в технологиях вроде бы мы, все лучше и лучше у нас. Дальше. Как программист, проходящий собеседование, какие бы вы задавали вопросы компании на завершающем этапе интервью? Какие бы ред-флаги прощупывали? Интересный вопрос. У меня как-то был случай несколько лет назад, когда я попал в большую компанию на работу. Проработав там буквально пару месяцев, я подошел к своему начальнику и спросил у него, если я буду выполнять все требования, которые компания ко мне предъявляет, если я буду очень стараться, если я буду лучшим в своей работе, то что будет дальше? Кем я стану? Что меня ждет? Какие результаты для себя я увижу? Что я получу? Кем я буду? И он не смог ответить. Он улыбнулся и сказал, it's a very good question. Очень хороший вопрос, и мы как-то с этой темы потихоньку сошли. Он не знал, что ответить. Попробуйте спросить то же самое. Я думаю, что это максимально конструктивный и максимально острый вопрос для нанимающей стороны. Так и скажите им, я буду делать все, что могу, я буду максимально выкладываться и буду лучше других, я буду тем, о ком вы мечтали. И что у меня будет? И пускай они сформулируют вам, пускай они скажут, например, вы станете техническим директором компании, и при этом ваша зарплата будет такая-то, и при этом у вас такие-то будут бонусы, и при этом у вас будут такие перспективы. Либо они скажут, вы будете путевку к морю выиграете, например, через 5 лет и получите ее, и поедете в отпуск больше, чем остальные. Например, я не знаю, что они ответят. Скорее всего, у них не будет ответа. Скорее всего, они как-то попытаются уклониться от точного ответа и дать его не смогут. Обратите на это внимание. Посмотрите, насколько они хорошо понимают траекторию движения талантов внутри их компании и насколько они хорошо понимают свою траекторию. Если это особенно стартап, который точно не представляет себе, какое у него будущее, то, отвечая на такой вопрос вам, они не смогут объяснить, где же они будут сами через 5 лет, через 10. Будут ли у них технический директор, такая позиция, будет ли у них совет директоров, будут ли они публичной компанией, будут ли они богатой компанией, какие технологии они будут создавать, сколько у них будет ресурсов в этот момент. Они должны все это для себя увидеть. Если они это хорошо видят и понимают, как это будет транслироваться на вас в перспективе, вот тогда у вас все хорошо. Обращаясь даже к тем, кто нас сейчас слушает и кто не ищет работу, а кто сейчас работает, подойдите к своему начальнику и задайте такой вопрос. И вы услышите, как ему будет тяжело на него отвечать. Он сам не будет знать, что сказать.
И это нехорошо. Это, к сожалению, болезнь многих компаний, и больших, и малых. Дальше. Так. Подскажите, пожалуйста, неужели в каких-то крутых компаниях можно настроить процесс настолько, что багов не будет, и тестировщики там просто будут не нужны? Ну, я думаю, тут большинство слушателей сейчас улыбнутся и, предвидя мой ответ, те, кто меня слушает давно, наверняка понимают, что я отвечу. Это плохая компания, это не крутая компания, в которой нет багов и нет тестировщиков. Это компания, которая пришла не к успеху, а которая пришла к деградации и стагнации своих процессов, управленческих и разработческих. Багов должно быть больше, багов должно быть много, баги должны интенсивно, регулярно и качественно регистрироваться. Тестировщики в том числе должны этим заниматься, программисты, роботы, кто угодно. Если вы представляете себе компанию крутую, в которой процесс так настроен, что нет багов, то это значит, вы не представляете себе роль багов во всем пайплайне разработки. Баги – это основная пища для пайплайна разработки. Если нет багов, с чем работать-то будем? Если я открываю свой проект, захожу в систему управления задачами, открываю список задач, и в этом списке у меня стоит 2 пункта, или 3, или 10, а не 200, не 300, то я не знаю точно, что мне делать. Я не вижу ситуации в проекте. Я понимаю, что недостаточно материала, с чем работать. Это то ли мы не показали проект заказчику, он его не видел, что он ничего не сказал в ответ, то ли мы сами не попробовали этот продукт, не поиграли с ним. Неужели никто из нас не увидел ничего, что можно было бы улучшить, что можно было бы доработать? Ни у кого не возникли никакие идеи, никому не пришло в голову, как исправить интерфейс, как добавить функциональность. Это значит, что продукт не в руках у пользователей и не в руках у тестировщиков. Так не должно быть. Чем больше багов, тем больше у вас шансов на успех. Надеюсь, это очевидные вещи. Дальше. Как используешь звездочки на GitHub? Следишь ли за обновлениями в ленте? Да я никак не использую. Я получаю их, когда получаю. Радуюсь, если они есть. Значит, какую-то пользу приносит мой репозиторий. Хотя это не всегда так. Мы вот с одним моим товарищем буквально на днях провели небольшой эксперимент и попробовали купить звездочки на GitHub. В пустой проект, пустой репозиторий, без одного там, с единственным файлом внутри, абсолютно бестолковый проект. Но нашел товарищ эту ферму, которая продает звездочки, и купил туда. И получил несколько сотен звезд на свой пустой репозиторий. Потом какие-то звезды были удалены, потому что юзеры были забанены. Все это случилось. Ну, и он пришел ко мне с мыслью о том, что все это ерунда. Все эти звезды ерунда, потому что, смотри, они продаются. Их можно купить. А значит, они никакой роли не играют. Это он мне пытался доказать, что звезды это пустое, и не нужно обращать на них внимание, и не нужно стараться их получить. Но я не согласен с этой позицией. Я думаю, что несмотря на то, что да, можно их купить, несмотря на то, что это на какой-то процент, безусловно, это подделка и накрутка, но тем не менее программисту приятно, когда его продукт используют, когда на его продукт обратили внимание. Это определенный вброс, что ли, гормона счастья. Каждый раз, когда ты получаешь звезду, ты смотришь, кто тебе ее дал, особенно если ты начинающий программист, у тебя еще не так много этих звезд, то ты наблюдаешь за тем, откуда они приходят, кто эти пользователи. Конечно, куда более важным показателем являются ссылки на использование твоего репозитория, форки, количество pull-реквестов, приходящих от контрибьюторов. Все это очень тоже важно. Но звезда – это самый простой и самый непосредственный, самый первый индикатор твоего маленького успеха в репозитории. Так что не стесняйтесь их ставить.
Не только получать, но и ставить. Вы открыли репозиторий, вам что-то в нем понравилось, вы его как-то используете, поставьте звездочку. Вы прислали туда pull request, ну поставьте звездочку. Когда-то на Stack Overflow, я помню, мне кто-то сделал замечание много лет назад, когда я только начинал Stack Overflow использовать и отвечать там на вопросы. Мне написал один из пользователей: когда ты, говорит, даешь ответ на вопрос, то поставь лайк на сам вопрос. Раз ты на него отвечаешь, значит, у тебя какой-то интерес появился к нему. Ну, лайкни ты его. Сделай человеку приятное, тому человеку, который потрудился и опубликовал вопрос. Так же и вы, ребята, если вы кодите, вы используете чужой труд, это же все бесплатный труд. Ставьте звезды, не стесняйтесь и не жалейте свои 5 секунд или полсекунды своего времени. Это пользователю, не пользователю, а автору дает массу радости, и он идет домой счастливый, и завтра он придет и добавит что-то в репозиторий, он поработает с ним. У меня иногда бывает такая история, когда я смотрю ленту на гитхабе, ленту обновлений, и вижу, кто мне ставит звезды и в какие репозитории. Иногда эти звезды прилетают в репозитории, о которых я забыл, которые когда-то были созданы, там что-то полезное, я ими, может быть, даже и пользуюсь, но не обращал на них внимания несколько лет. И тут вдруг приходит звезда. Я захожу в этот репозиторий, смотрю, какая там ситуация, если нужно, что-то обновляю, я вижу, что это нужно кому-то. И у меня возникает, безусловно, интерес потратить полчаса на приведение в порядок того, что там было оставлено 2-3 года назад. Ставьте звезды. Это хороший тон. Это правило хорошего тона в разработке. Дальше. Тут просят меня посоветовать научные журналы. Я не могу так в онлайн посоветовать. Я не очень разбираюсь в тех темах, которыми вы занимаетесь. Так вот, Артем спрашивает. Чиновники говорят, что запросы в чат GPT на русском языке направляются прямиком в Пентагон, и таким образом нас изучают. Сознание русских хотят перепрошить. Вопросительный знак. Я всегда с радостью поддерживаю все теории заговора, которые только возможно, и эту в том числе. Ну, поставьте себя на место Пентагона или на место авторов чат GPT. К вам приходят десятки миллионов запросов в день. Вы бы не классифицировали их, вы бы не пытались найти что-то общее в том, что происходит. Вам бы разве не было бы интересно заниматься анализом того, что вы получаете? Группировать, находить зависимости, находить корреляцию между запросами, выводить какие-то теории из этого. Например, что русские больше спрашивают об этом, а немцы больше об этом. Конечно, вы бы это делали. В том числе, сидя в Пентагоне, а почему нет? Ну и так, мне кажется, любая платформа делает. Даже если вы магазин по продаже, не знаю, итальянской пасты, вы тоже будете пытаться анализировать то, с чем приходят ваши покупатели, и делать выводы о том, что покупатели из Москвы чаще покупают спагетти, а покупатели из Санкт-Петербурга чаще покупают пепперони. Ну, и почему нет? Я не понимаю, в чем здесь проблема. Почему это вас волнует? Почему вы думаете, что они хотят дальше, как вывод, перепрошить сознание? Ну, даже если они хотят его перепрошить, то, во-первых, непонятно, как его перепрошить, лишь изучая то, что мы туда скармливаем на русском языке. Ну, в общем, я не вижу здесь... Я не вижу в самом процессе анализа данных угрозы. Если дальше потом с этим анализом что-то делать и уже применять это в боевых операциях, то это вопрос к боевым операциям, но не к тем, кто делал анализ данных. Так мне кажется. Дальше. Как вы научились смотреть
в камеру при записи видео. Так там точка просто в камере круглая, и смотришь в одно место и все. Там же не человек. Вот куда сложнее было бы, если бы там сидел человек на месте камеры, и нужно было бы смотреть в глаза. Это сложнее. А смотреть в объектив совершенно несложно. Боялись ли вы камеры? Да нет, как раз камеры не боишься. Боишься людей, человека, аудитории. Это вызывает страх, но не камера. Так, дальше. Вы говорите, Виктор спрашивает, вы говорите, нужно оценивать работу по количеству строк кода. Но строка кода, скопированная из документации, и строка кода, за которой стоят долгие исследования, имеют разную ценность. Как здесь быть? Смотрите, Виктор, я не верю в то, что за строкой кода может стоять долгие исследования, могут стоять долгие исследования. Я верю, что за тем человеком, который так говорит, стоит лень и желание выдать одно за другое. Когда ко мне приходит программист и говорит, что он несколько дней писал эти 2 строки кода, которые такие важные, то я понимаю, что происходит. Я понимаю, что он никаких исследований не проводил. Он просто лентяй. Он просто занимался чем-то другим. И в конце он сделал 2 строки. Если же действительно вы несколько дней занимаетесь решением проблемы, которая в итоге приходит к 2 строчкам кода, то у вас к этим 2 строчкам будет еще 200 строк кода или 2000, которые вы написали, чтобы сообразить, какие эти 2 строки должны быть. Вы не можете 2 строки родить, глядя в окно, сидя и думая, ковыряясь в носу и глядя в монитор. Это такой случай, может быть, один из, я не знаю, в моей практике, может быть, за 10 лет такое может случиться один раз, и то это будет пару строк, которые все равно имеют какую-то предварительную работу, которую вы должны провести. Это миф, что программист может выдумать решение, глядя в окно. Миф, не бывает такого. А если вы к этим строчкам пришли путем 2-дневного или 2-недельного дебага, если вы долго ходили по коду, нажимая F7, F8, пытаясь проанализировать, что происходит, то грош вам цена, как эксперту. Мы про дебагинг уже говорили много раз. Дебагинг – это слив времени и денег в корзину. Вместо того, чтобы писать юнит-тесты, вы сидите и тратите мое время как заказчика, мои деньги на то, чтобы сообразить, где нужно добавить 2 строки кода. Когда вы их добавите, вся информация, которую вы накопили за эти несколько дней дебагинга, будет уничтожена, вы ее забудете. Потом вы уволитесь, и я потерял деньги и время. Вы должны вместо того, чтобы дебагингом заниматься, вы должны добавлять тесты. Еще тест, не получается, добавляете, по-прежнему все зеленые, вы добавили еще тесты, они опять зеленые. Вы не можете найти красный тест, вы не можете создать тест, который бы просигнализировал об ошибке. В конце концов вы его добавляете, у вас получается, вы фиксите ошибку этими 2 строчками кода, но у вас десятки тестов собрались за это время. И вы это все коммитите и получаете свои несколько тысяч строк кода. Так что не бывает, еще раз повторюсь, не бывает 2 строк, которые человек пишет несколько дней. Это вранье. Либо он безграмотный дебаггер. Тогда грош ему цена, тогда зачем я должен за это платить? Вот тебе деньги за 2 строки кода, вот тебе 2 рубля и до свидания. Нравится тебе дебагингом заниматься? Значит, ты безграмотный специалист низкого уровня. Разошлись. Я по-прежнему настаиваю на том, что строки кода – это прекрасный индикатор производительности. При условии, что все строчки кода проходят код-ревью. Ручной код-ревью, если смотрят на них люди и принимают, если только они имеют смысл. Дальше. Почему вы не любите Microsoft? Ведь это ключевая компания, которая сделала компьютерный мир таким, какой он есть. Вы сами в своем вопросе и ответ дали. Потому что я не люблю компьютерный мир таким, какой он есть сейчас. В нем так много недостатков, которые во многом созданы компанией Microsoft. Может быть, надо отдельную статью написать про Microsoft, где рассказать подробности, но мне кажется, этих блогов и этих статей
масса в интернете, где люди критикуют Microsoft. Ну, погуглите, поищите, посмотрите, что говорят программисты. Для меня, если программист работает на виндах и программирует на Windows машине, и его ноутбук содержит винды, ну, это программист на 2 уровня ниже, чем то, что я хотел бы видеть. Я не буду его всерьез воспринимать. Я понимаю, что он без любви к своей профессии относится. Либо так его научили, и он просто еще не успел перестроиться, но тогда это должен быть студент, которому 19 лет. И он просто по инерции, как-то так в институте, в школе у него не было другого ноутбука, ему подарили родители ноутбук с виндами, и у него не было денег купить MacBook. Но MacBook'и стоят не так уж дорого сейчас, бэушные. Вы можете за 30-40 тысяч, пускай даже, ну, может быть, чуть дороже, но около этой цены, вы можете купить бэушный 5-летний MacBook, который будет содержать в себе Unix-подобную операционную систему. Проблема в операционной системе, в виндах, которая идеологически нарушает, ну, практически все принципы правильного построения операционных систем. И вы на этой операционной системе учитесь, вы понимаете, что так должно быть. Вы думаете, что так должны быть устроены, и файловая система должна быть так устроена, и процессы так должны работать. Ну, все у вас в голове, как винды вам велят. И это травмирует программиста, травмирует очень сильно. Вы уходите из этого. Купите себе бэушный MacBook, поживите некоторое время с интерфейсом, который вам не понравится. Сначала вы будете плеваться неделю, другую, но в итоге вы поймете. Главное — это терминал, который там есть, и тот Unix, который внутри там находится. Unix-подобная система. Дальше. Что думаете насчет последних новостей из Америки? Ну, речь идет об убийстве Чарли Кирка, я так понимаю. Что я думаю? Я думаю, что важнее даже не сам факт его убийства. Судя по последним новостям, буквально последних часов, это вроде бы был какой-то фанатик, индивидуал, который это сделал, во что я слабо верю или почти не верю. Ну, допустим, это было так. Речь не о том, что случилось. Речь не о том... Ну, это, можно сказать, несчастный случай. Если это просто какой-то индивидуал, который взял пистолет, пошел, выстрелил, ну, это может случиться с каждым. Это случается и случалось, и будет случаться. Вопрос в том, что потом произошло, как на это реагирует американская общественность, не только американская. Я Твиттер читаю, я оттуда все беру, и оттуда их реакцию. Ну, производит впечатление просто клоунады. Огромное количество людей друг перед другом, выпендриваясь, пытается сделать вид, что они какие-то моралисты, какие-то борцы за что-то, что им что-то не безразлично. И этим занимаются с утра до вечера. Полный твиттер сообщений, истории, они каждый друг другу что-то доказывают, ссорятся друг с другом. Сегодня они заставили этого Стивена Кинга, писателя, извиниться за тот твиттер, за тот твит, который он написал про этого Кирка. Тот извинился в итоге. Это все вызывает такую жалость к тем людям, которые читают этих писателей. Политиков, писателей, вот клоунов, которые танцуют перед нами и развлекают друг друга, и себя развлекают, и нас развлекают. А мы из этого убийства, из этого события, из несчастного случая делаем повестку, о которой вдруг они все стали бороться за свободу слова. Вдруг они стали собирать деньги на спасение детей этого Кирка. Они стали заниматься чем угодно, тем, чем вчера они не занимались. Вчера им было наплевать и на Кирка, и на его детей, и на его позицию, и на его взгляды. Сегодня стало супер важно. Почему? Они все пытаются заработать на этом. Они пытаются на этой повестке себе заработать очки. Как клоуны на сцене друг перед другом танцуют, а публика им бросает фантики, бросает в них фрукты и бросает им монеты. И вот они на этом событии, они очень счастливы, что это случилось, потому что это интересная тема, есть о чем поговорить. Ну, а про самого Кирка, я не могу сказать, что я хорошо знал его позицию. Я много слышал его роликов коротких про его борьбу за то, что такое женщина и что женщиной не является. Вот. Мне казалось, что он как будто бы топчется на одной теме и достаточно
достаточно так, достаточно просто вроде бы. Я посмотрел пару роликов когда-то, и дальше я его пролистывал. Не особо он меня интересовал. Ну, вот такие вот мои ощущения. Просто огромный театр, в котором мы как актеры, и мы все глупеем и глупеем. Я им написал твит об этом буквально вчера, что вот все, что вам рассказал, написал, ну, кто меня будет читать. И при этом они борются за свободу слова. Они же возмущаются чем? Они говорят, как же можно так стрелять в человека, который имел другое мнение? Это же плохо. Человек имел другое мнение, а мы в него стреляем. И тут же какой-то там программист из Теслы написал там чего-то, что он с этим Кирком был не согласен, и что, может быть, так ему и надо, по делам, за его там точку зрения. И тут же его уволили, Илон Маск написал, все, он больше у нас не работает. Какой-то там полицейский из какого-то участка тоже там чего-то написал, что, мол, так ему и надо, он, значит, был там фашистом, этот Кирк, или что-то такое. Тут же сразу на него все набросились, его немедленно нужно из полиции выгнать, немедленно наказать. То есть, с одной стороны, они требуют, чтобы была свобода слова, чтобы никто не трогал Кирка условно, который свое мнение высказывал, и тут же они хотят наказать того, кто только что высказал свое мнение. Ну, как это у них укладывается вот в их картине мира? А никак, нет у них картины мира, у них нет никаких моральных устоев, у них нет никакой конструкции моральной в голове. Они просто клоуны, просто танцуют в твиттерах, в новостях, где угодно, с целью набора лайков. Просто лайкайте нас. Я буду говорить что угодно, как угодно, лишь бы это все нравилось толпе. Вот и все. Воспринимать это все всерьез и пытаться уложить в какую-то конструкцию у меня не получается. Дальше. Я веб-разработчик начинающий, пишет Игорь. Пишу свой pet project для резюме. Столкнулся с зависимостью от ChatGPT. Каждый шаг, новый функционал, поиск более лучшего подхода. Мне приходится писать в ChatGPT. Норма ли это? Ну, не норма это, нехорошо. Я бы посоветовал все-таки пореже ChatGPT использовать, потому что, ну, особенно для начинающего веб-разработчика, вы действительно будете в зависимости от него, и вам будет дальше трудно. Не трудно найти работу, не трудно работать, а трудно оставаться в этой профессии. Вам будет не нравиться, что происходит. Я когда-то писал давно блогпост, в котором пытался объяснить, что мне нравится в работе программиста. В чем мой joy, в чем мое удовольствие. Я там сказал, что мне нравится, что я понимаю, как что-то работает. Вот понимание, как работает сложный механизм, и есть для меня источник удовольствия. И я поэтому терпеть не могу программирование, в котором есть какие-то черные ящики, есть какие-то фреймворки типа спринга, в котором нужно в какие-то места нажимать магическим образом, чтобы этот черный ящик реагировал на мои требования. Это для меня просто категорически против моей сущности, моей сути. Вот у вас будет то же самое. Вы в итоге получите большое количество белых пятен или черных ящиков внутри кода, который вы пишете. И у вас не будет удовольствия. Вы будете постоянно как будто бы в потемках работать. Вы будете постоянно натыкаться там или иначе на что-то, в чем вы не разбираетесь и не можете понять, почему так этот блок или этот модуль работает, или этот язык, или эта конструкция в языке. Просто на уровне эмоций вам будет плохо. Так что старайтесь держаться подальше от ChatGPT, по крайней мере, на начальных этапах. Если вы понимаете, что вам нужно какой-то блок кода написать, в котором вы и не хотите разбираться, заведомо. Например, у меня была задача написать небольшое приложение на языке Go. Мне не хочется изучать язык Go в текущей стадии сейчас. И поэтому я отдал полностью это на откуп ChatGPT, точнее Claude кода, и он мне написал все целиком. Я даже не понял, как это работает и что там внутри, какие там конструкции. Меня это удовлетворило. Но я осознанно это делал. Я понимал, что я не хочу разбираться в этом черном ящике. Дальше. У нас существует две системы. Квантовые вычисления и двоичная система. Как вы считаете, будет ли в этом направлении прорывы или, может быть, уже существует? Можно ли их объединить?
Да, я не думаю, что это две системы. Это нам так представляют в новостях. Это совсем не так. Есть компьютеры, которые работают на транзисторах и в которых есть логика да и нет, то есть включил-выключил. А есть компьютер, у которого есть, как в квантовом компьютере, это генераторы случайных чисел. Каждый кубит — это генератор случайных чисел на большой скорости. Но можно еще десяток других принципов придумать. Фотонные процессоры сейчас существуют, которые работают используя свет. Существует масса других способов организации вычислений и техники. Я не думаю, что тут такая бинарная классификация. Какая будет применимость у квантовых вычислений, я не знаю, но предполагаю, что будет какой-то прорыв. Я уже как-то говорил, что если вы выбираете, куда пойти и чем заняться, то посмотрите в сторону квантового программирования, квантовых языков программирования, они существуют, квантовые фреймворки для написания программ для этих компьютеров, симуляторы квантовых компьютеров существуют, вы можете их использовать. Даже квантовые компьютеры есть, которые вы можете взять в аренду в клауде. Заплатив деньги, на какое-то время вам выделят квантовый компьютер, и ваша программа там запустится. Это все очень интересно, правда, пока непонятно зачем. Но рано или поздно понятно будет. Так, можете ли рассказать, Арсений спрашивает, в целом о процессе публикации научных статей, если ты не сотрудник университета или лаборатории? Это никак не связано, вы не должны быть никаким сотрудником. Просто находите конференцию, которая ждет вашу статью, открываете ее так называемый call for papers, это инструкция фактически для авторов. Там будет написано, в каком формате ожидается от вас статья. Изучаете это очень несложно, там буквально полстраницы инструкций, как оформить статью. Потом на этой же конференции читаете статьи, опубликованные в прошлом году, в позапрошлом. Прочитайте хотя бы пару десятков статей, посмотрите, как они оформлены, какая у них структура. Вы найдете много общего между ними, они будут похожи. У вас сформируется более-менее представление о том, как должна выглядеть ваша статья. Она должна выглядеть похоже на то, что там уже было опубликовано. Вы ее напишите, отправите, и вас опубликуют. Здесь совершенно не нужно быть никаким университетом. Вы можете, более того, написать статью от себя лично, не будучи аффилированным ни с кем. Просто в статье будет ваше имя. Там будет написано Арсений, и на этом все. Вы можете даже имя не указывать, вы можете написать любое имя там. Никто вас не спрашивает и паспорт от вас не требует. Если статья им подойдет, они вас опубликуют. Это совершенно не так сложно, как вы думаете. Не так опасно и не так тяжело. Делайте это и пробуйте. Вы получите, по крайней мере, вы получите ответ. Вы не пошлете статью в никуда. Вам ответят квалифицированные, грамотные люди. Чем выше уровень конференции, тем более квалифицированный ответ вы получите, на который вы сможете потом дать грамотный ответ тоже. Вы исправите статью и отправите на следующую конференцию через пару месяцев, на которой уже получите новый ответ, опять подправите статью. И так после 3-4 отказов в итоге вас опубликуют, если главный тезис вашей статьи интересен, если главная гипотеза, которую вы доказываете в статье, имеет смысл. Если, конечно, она не имеет смысла, и ее уже доказали, например, или она просто никому не интересна, то вам об этом скажут в первом же отказе. Если будут strong reject, если вам резко откажут и скажут, что мы категорически не согласны с центральной гипотезой, тогда нет смысла продолжать дальше. Но если в отказе будет сказано, что не хватает деталей, не хватает объяснения, статья написана, может быть, неряшливо, небрежно, не раскрыт этот вопрос, недостаточно мотивации, зачем вы это сделали. Вроде бы интересно сделали, но непонятно для чего это, как это можно дальше применить. Вы поймете, что у вас есть поле для улучшения статьи, пространства. Улучшите и отправите еще раз. Не бойтесь, делайте это много раз. Даже известные ученые, об этом я слышал много историй, отправляют много раз, получают много отказов и продолжают это делать. Очень известный ученый когда-то мне рассказывал, что он одну свою статью 7 лет отправлял на конференции. 7 лет ему приходили отказы. Он не отчаивался, дописывал, доделывал, отсылал снова на следующую конференцию. В итоге ее опубликовали. Это ученый с мировым именем. Не буду говорить кто, но известный очень ученый. Не российский.
Не бойтесь. Так, как вы думаете, когда появится первый единорог-одиночка, миллиардник, и в какой области будет проект? Вопрос для полета фантазии. Мы пофантазировать можем, но вы должны понимать, что не существует никаких одиночек, когда речь идет о миллиардных бизнесах, когда речь идет о больших проектах. За этим всем стоят группы людей, стоят финансовые структуры, стоит поддержка. Вы не сможете быть, каким бы вы талантливым и интересным не были, вы все равно, вам необходимо примкнуть к чьей-то группе, примкнуть к чьим-то ресурсам. И тогда из вас сделают единорога. Тогда всем расскажут, что это вы, такой талантливый, в гараже, создали свой стартап, вы один в нем, единственный, у вас нет никого, вы супер большой гений, и вас нужно на обложку журнала. Но в реальности ваша роль там будет крайне незначительна в общем успехе. В начале, в старте, в создании прототипа, да, вы можете играть решающую роль, и 90% результата зависит от вас. Но дальше вы попадаете в пайплайн, и вас либо по этому пайплайну выводят на орбиту, либо оставляют внизу. Ну, вот так. А что это будет за технология, что можно создать небольшой группой, одиночкой или супермалой группой? Я думаю, что сейчас многие проекты можно... Telegram вам пример, который далеко ходить не нужно. Мы все знаем, что команда Telegram очень небольшая. Это фактически такой, единорог, не единорог, но проект, который делается. Я, например, не понимаю, зачем нужна большая команда в Твиттере. Вот хоть убей. Вот они рассказывают о том, что у них там какое-то развитие, они какие-то новые... это же, мне кажется, совершенно простое решение, совершенно простое приложение. И даже если представить, что там миллионы твитов в минуту через него проходят, то я все равно не понимаю, какая там технологическая... откуда там такой комплексити, чтобы там сидели тысячи человек. Просто тысячи. Мне кажется, эта команда должна быть размером с команду Телеграма. Несколько десятков человек. Именно программистов. Может быть, там вокруг них всякие бухгалтеры и маркетологи. И то. Какой там маркетинг? Твиттер нигде себя не рекламирует. Им не нужно давать рекламу. Им платят деньги за рекламу. Так это процессинговый шлюз. Это один человек делает. Они подключаются к банку и процессят транзакции. Что там нужно? В чем там сложность? Приложение, в нем 20 кнопок. И там тысячи человек. Тысячи. Не понимаю. Так, этично ли для прохождения собеседования использовать искусственный интеллект ассистентов, в работе? Я не знаю, мы уже миллион раз это обсуждали. Для прохождения собеседования этично все использовать. Ваша задача попасть в компанию и там получать деньги. Я не вижу проблем в том, чтобы обмануть их на начальном этапе. Не понравитесь вы им, но они вас уволят. В чем проблема? Это все равно как этично на первом свидании не говорить девушке, что вы храпите, допустим. Наверное, неэтично может быть. Но если она вам нравится, то вы это скроете, этот факт. И он потом выяснится, что, оказывается, вы ночью храпите, как паровоз. Она вас бросит, если ей это критично. Но вы, по крайней мере, попытались. Вы, по крайней мере, попытались построить отношения. Не получилось, значит, разошлись. Так же и с работодателем. Не получится, уволят вас. В чем проблема? В работе этично использовать ассистентов? Да, пожалуйста, я думаю, что можно использовать без проблем. Если только у вас нет каких-то там регламентных ограничений. Вам, допустим, сказали, что код должен быть написан вручную. Я не представляю, что это за компания, которая может так потребовать в современных реалиях, потребовать не использовать ИИ. Не знаю. Так, дальше. Вопрос технический. Считаете ли вы нормой пользоваться лямбдами в чистом ООП? Видел, что используете их в вашей библиотеке «Кактус». Да, мы считаем, что это вполне нормально и правильно. Более того, мы считаем, что лямбды – это объекты. И ведь они и есть объекты. В Java это объекты. И, безусловно, просто они такие неименованные, они анонимные или такие, может быть, анонимные, правильно сказать. Но они же объекты. Так, нуждается ли IT-индустрия в продажниках-переговорщиках? Да, я думаю... нуждается, к сожалению.
нуждается. Конечно, было бы хорошо, если бы не было никаких продажников в принципе, вообще в любой индустрии, чтобы не было вот этих вот этого вот майонеза, который все должен объять, во все щели должен влезть и весь рынок измазать, и мы должны все в этих продажниках быть ими окружены для того, чтобы бизнес-машина шевелилась. Но это все недостатки, дефекты системы. Не должно быть такого. Должно быть, ну, так мне кажется, я такой больше за организацию труда, за организацию экономики или жизни людей через опору на труд, опору на человека, который производит то, что нужно другому человеку. И если мы знаем, кто что производит, то зачем нам продажи? Нам нужны просто механизмы доставки информации, чтобы мы знали, где находится то, что было произведено. Но нам не нужно продавать. У нас должны быть механизмы, может быть, оценки того, что произведено, может быть, технологии выбора, технологии ранжирования по качеству, технологии квалификации, может быть, отборки дефективных поставщиков, какая-то дисквалификация их. Но вот в продаже, а именно в такой продаже, это же всегда обман, это всегда преувеличение тех качеств, которые у продукта есть. И, конечно, этот обман, он ложится на плечи покупателя. Покупателю приходится иметь дело с постоянным обманом его окружающим. Он должен быть всегда готов к тому, что ему подсовывают не то. Это же была большая трагедия для советских людей при переходе из советского строя в рыночную экономику в 90-х годах или даже чуть раньше, в 80-х, в конце 80-х, когда вдруг оказалось, что то, что вам рекламируют, и то, что вам обещают продавцы, оказывается, может не соответствовать их обещаниям. Для советского человека это был шок. Мы не представляли себе, как это. Но если сказано на витрине, что это колбаса, например, докторская, то ты ее покупаешь, разрезаешь, а там внутри что-то другое. И ты не можешь понять, как так случилось. Ведь там же написано было, это же витрина. Это значит, мы доверяем этим продавцам, мы доверяем компании, мы доверяем магазину. И тогда очень популярно было обманывать на вокзалах. Люди подходили, ну не только на вокзалах, подходили и предлагали тебе какой-нибудь там фен, какой-нибудь тостер, какие-нибудь ножницы модные, иностранные, которые, вот он говорил тебе, в магазине они стоят 100 рублей, а я тебе предлагаю за 30. Но они на самом деле стоят 100, а у меня за 30. И ты, конечно, развесив уши, покупал этот тостер, в итоге приходил домой и понимал, что в магазине он стоит 5 рублей. И тебе просто продали то, что они купили в магазине за 5, сказали тебе, что он стоит 100, и ты его купил за 30. И ты разводил руками, понимая, что тебя, вроде бы умного человека, с высшим образованием, ну, как ребенка обманули. Вот это вся суть технологий продаж, вся суть торговли в капиталистическом мире. Обмануть покупателя, сделать так, чтобы он отдал больше, чем товар стоит. Потому что за товар, который и так хотят купить, его не нужно продавать. Есть магазин, ты в этот магазин зайдешь, тебе нужен тостер, у тебя не работает тостер, сломался, ты выбросил свой, пошел в магазин, здравствуйте, ты купил этот тостер по цене, по прейскурантной цене, которую проверил какой-нибудь там госконтроль, и за которым стоит некая гарантия не обмана. Ну, этот мир ушел в прошлое, сейчас мы имеем мир другой. И вы спрашиваете, нуждаются ли эти продажники, переговорщики? Ну, нуждаемся мы в них, да, вот сейчас мы живем так. Так, дальше. Как вы боретесь с тупыми задачами? Я думал, с тупыми менеджерами. Как вы боретесь с тупыми задачами, когда бывает настолько не хочется делать задачу, что аж тошнит? Я не делаю такие задачи, когда меня тошнит. Я делаю задачи, от которых меня не тошнит. Если мне дают задачу, от которой меня тошнит, то я пытаюсь сначала найти в этой задаче хоть какой-то элемент интереса. Ну, например, я не знаю, недавно мне сказали, что нужно в PowerPoint на Microsoft Windows сделать документ. Причем по шаблону, который мне прислали. Шаблон сделан был левой ногой, в нем было все криво, косо, разные шрифты. И я
должен был заполнять этот шаблон. Я решил, окей, это ужасная работа для меня. Тем не менее, даже несмотря на то, что она занимала буквально 20 минут. Я решил, окей, давай я по ходу, пока ее буду делать, изучу, как в PowerPoint можно сделать вот это. Вот у меня был такой сайд-эффект. Вспомогательная задача, которая мне принесла какое-то удовольствие. Ну, я изучил, как работает PowerPoint, я не знал, как делать, я уже не помню, что я там хотел. Я не знал, как это делать. Вот ко мне эти новые знания пришли. Без этого ингредиента, без маленькой ложечки любви к своей задаче, за задачу не садитесь. Отложите ее на потом. Дальше. Какое образование программисту лучше получить, чтобы оно было простым в освоении и при этом хорошо ценилось на рынке? Нужно просто купить книжку или скачать книжку там, JavaScript за 30 дней или за 30 часов, изучить и писать дальше код. Вот и все. Дальше. Сори, тут... Так, вот вы про Ubuntu спрашиваете. Нет, Ubuntu хорошая операционка. Конечно, она во много раз лучше, чем винды. Это даже несравнимо. Просто она не ставится нативно на железо. Вот проблема в чем. Если бы был Ubuntu, который бы, как Apple, был бы интегрирован с производителем железа, например, с Huawei, то это был бы просто топ на рынке. Я бы был первым покупателем такого ноута. Если бы Huawei мне бы сделал ноутбук, в котором бы стоял от производителя, стояло бы Ubuntu. То есть там бы работало видео, там бы работали звуковые все фишки, чтобы там работали все порты, чтобы все это нативно было поддержано. Я, чтобы не ставил Ubuntu туда сам. Это был бы ноут, который бы рынок победил однозначно. Но там, к сожалению, винды. Или Harmony OS, которую сейчас они ставят. Но я не уверен пока, как это Harmony будет себя вести. Посмотрим. Может быть, это и будет прорывом на рынке. Но пока вроде как мы не потрогали этот компьютер, еще не посмотрели, как выглядит внутри. Как доберется он до нас, изучим. Дальше. Вы позитивно относитесь к iPhone и критикуете Android. Также вы прославляете open source, но у продуктов iPhone закрытый исходный код, а Android это полностью открытый код. Противоречие? Да, противоречие. Действительно противоречие. Ну вот получается так, что, наверное, чтобы сделать хорошо, наверное, этот вывод отсюда не следует. Мы можем, конечно, предположить, что вывод такой: чтобы было хорошо, должно быть не open source. Но такой зависимости вполне может и не быть, потому что масса open source продуктов очень хорошие. Просто Android плохой, вот и все. Просто Android делали, я так понимаю, в спешке, лишь бы чтобы догнать рынок, чтобы что-нибудь выкатить на рынок после того, как Apple стал стремительно захватывать рынок. То Samsung в те времена, это же от Samsung пошло, даже они были лидерами этого движения. Они создавали этот Android лишь бы как. Ну, и Google в том числе. Не помню, кто там был лидером этого, но я помню, что телефоны Samsung появились первыми, и на них стоял Android. И это было, конечно, подделка. Это был явный такой бессовестное копирование хорошего продукта. У них просто мало времени было. Потому что там делали как люди, которым, я так понимаю, хотелось что-то сделать. А здесь делали люди, которых заставляли делать. Им сказали: вы должны сделать операционную систему, вот у вас сроки к такому-то числу. Окей, да, будем делать. Но интереса у них к этому. Уже ты видишь, как уже сделано. То есть ты делаешь копию, ты идешь в хвосте. Ты второй, ты уже плохой, ты уже дефективный, у тебя уже понятно, кто ты. Ты просто воришка, который копирует чужую идею. Ну какой будет энтузиазм у, допустим, архитектора этого проекта? Плюс тебя еще толкают в спину большие дяди с кошельками и говорят: давай скорее, нам не важно, что ты сделаешь, мы просто хотим захватить рынок. У нас ни мечты, ни любви, ни энтузиазма к этому всему. Нам просто нужны бабки. Нам нужно просто вот этой биомассе выдать телефоны, которые тоже умеют звонить, и на них тоже только другая операционная система. Если Стив Джобс со своим Apple, они хотели дать рынку то, чего рынок никогда не видел. Они хотели дать людям новое. Они хотели людей
перевести на новый уровень качества жизни, то эти хотели бабла. Вот вы и получили. Разные две мотивации. Я так это объясняю. И это всегда так. Если ты просто действуешь по схеме «заработай денег» и по схеме «выполни приказ начальства», ты получаешь Android. Так, дальше. Я фуллстек разработчик, начал учиться в российском вузе на айтишника, но после первого курса бросил из-за программы и стал работать, так как учусь сам. Хочу скоро уехать в ЕС и поступить в европейский вуз. Что посоветуете? Советую не уезжать в ЕС и не поступать в европейский вуз. Если вы хотите уехать, уезжайте в Америку, но не в Европу. Европа стремительно движется вниз. По всем показателям, по качеству жизни, по уровню образования, по технологиям, по всему. Эта территория, через 10 лет там будет выжженная земля. Не нужно туда переезжать. В Америку езжайте, если вы уж хотите вырваться из России и вам не нравится. Либо оставайтесь в России. Мне кажется, здесь будет хорошо, в Америке будет хорошо. В Европе будет плохо. Ее уничтожат экономически и технологически. Так, Саша спрашивает, расскажите, чем вы занимаетесь, увлекаетесь вне кодинга? Фильмы, музыка, выставки, кухня, может что-нибудь из недавнего. Чем я увлекаюсь? Фильмы, мне нравится смотреть фильмы, книги читать. Я вот купил себе, давайте тему андроида закончим. Я купил себе книжку, читалку, Onyx Books, может быть, слышали такую? Или я рассказывал уже, не помню, в прошлый раз. Купил я этот Onyx Books. Мне его рекомендовали. Классная книжка. За 30 тысяч купил Onyx Books, открыл, а там внутри Android. Там какие-то кнопки. Совершенно непонятно, как настраивать. Неинтуитивно. Шрифты некрасивые. При изменении размера шрифтов все ползет. Сползает в сторону. Не помещаются в квадратики, не помещаются надписи. Это абсолютный трэш с точки зрения UI. И там внутри Android. В итоге я решил его вернуть в магазин, и он у меня еще и сломался. Я вот буквально за день до того, как отвозить в магазин, у меня экран перестал работать. Это, видимо, проблема все-таки моего конкретного устройства. Тут, наверное, в целом они работают. В общем, выбросил я его, просто выбросил. Я им отдал его за полцены, они его забрали, пускай ремонтируют. И потом я купил Amazon Kindle, который у меня и был раньше. Я почему купил Onyx Books? Я решил перейти на что-то другое. Я купил Kindle за 25 тысяч. Но это просто другой мир. Все ровно, шрифты все четкие. 2 кнопки на нем. Next, нажал, он читает. Сверху маленькое короткое меню, снизу маленькое короткое меню. Все. То есть интерфейс продуман людьми, которые хотели сделать красиво. Эти Ониксы хотели заработать денег. И это видно. Они пожалели деньги на создание своей операционки, которая не такая уж сложная в этом устройстве. Но нет, давайте возьмем Android и заплатим кодерам, которые UI как-то подкрутят, подрежут, подстроят так, чтобы это все как-то работало. Вот пользуешься, и мысли, и ощущение такое, что они делали и сами ненавидели свою работу. Лишь бы как-то запустить, лишь бы он работал, этот Onyx Books. Amazon совершенно другое. Ты его открываешь и понимаешь, что с тобой разговаривает разработчик. Ему хочется, чтобы тебе понравилось. И мне нравится. Китайцы и американцы. Вот что-то в этом, какая-то в этом разница есть, фундаментальная. Может быть, не надо всех китайцев красить одним цветом, но натыкаюсь я на такие продукты. Где в спешке, ради денег, ради захвата рынка делается... и там еще модели этого Onyx Book, там штук 10 разных. И такая, и такая, и такая. То есть без любви. Создаются продукты без любви. И это видно, это чувствуется. Так я к чему это рассказывал? Вы спросили, чем я занимаюсь. Я купил эту читалку и читаю. Сейчас больше провожу времени по вечерам за чтением книг. Получаю удовольствие от того, как я держу это устройство в руках, и мне и читать интересней. Выставки нет. Выставки я не люблю ходить. Кухня. Да, но я не фанат кукинга. Хотя могу что-нибудь приготовить. Так, дальше. Так, про иммиграцию я ответил.
Человек с ником Android спрашивает: я молодой программист в возрасте 40 лет. Пишу код не быстро. Как относишься к тому, что некоторые люди думают медленно? Ну, меня раздражает это при общении с этими людьми, но при работе я не испытываю проблем. Потому как вы пишете код у себя, присылаете мне pull request, я его смотрю, отвечаю вам, никаких проблем. При общении говорят, знаете, что у каждого человека есть определенный темп. Темп разговора, темп жизни, темп принятия решений, темп, в общем, определенный темп. Так вот, если вы, это мне одна HR рассказывала, вот если вы на интервью с человеком общаетесь и понимаете, что вы говорите с ним на разных скоростях, он, допустим, медленно, вы быстро, или наоборот, он тараторит, а вы не успеваете за его темпом, у вас и сработаться не получится. Это слова HR. Девчонки, которая с большим опытом, она где-то это вычитала и мне вот по секрету рассказала. Говорит, следи за тем, на какой вы частоте. С какой частотой он произносит слова, с какой ты. Я, например, быстро говорю. Я медленно говорить, для меня это сложно. Если кто-то со мной говорит медленно, меня начинает это раздражать, и я думаю, что он меня пытается как-то обмануть, что ли, пытается как-то манипулировать мною. Если он начинает медленно, каждое слово, вдумчиво, я начинаю: так, дорогой, давай по сути. То есть, чего ты мне в уши-то льешь это? Давай говори кратко. Хотя, может быть, он хочет кратко сказать, он старается, он хочет как лучше. Но у меня это вызывает ощущение дискомфорта. Вот так. Так что ищите тех, кто на вашей скорости. Такой вам совет. Так, Михаил пишет: вы часто критикуете и ругаете менеджеров, это он ко мне, но при этом сами частично являетесь менеджером. А как вы относитесь к себе? Считаете ли вы себя лучше, чем другие менеджеры, потому что пишете код? Ну, во-первых, да. Я считаю себя лучше, чем другие менеджеры, многие, потому что я пишу код и понимаю, как код написан. Тут нет никаких «но». И менеджеры, особенно, как менеджеры, техлиды, как они называются, или архитекторы. Архитектор вообще обязан быть ключевым разработчиком в проекте. Но если уж говорить о техлидах и менеджеров, то, конечно, в технических командах, то они должны быть именно такими. Если менеджер не пишет код, а сидит только на митингах и совещается, у меня к нему нет уважения. Я просто понимаю, что это легко заменяемый элемент. Его легко можно убрать, он никакой роли не играет, он не нужен. Он там сидит только потому, что он делает все для того, чтобы там сидеть. Он всю свою энергию тратит на то, чтобы удержаться в управленческом кресле. Он целует начальство, он топчет подчиненных, он ищет слабые места в системе, он собирает компромат, он изучает инструкции. Вот вся его работа. Это паразит на теле организации. Как я к себе отношусь? Я стараюсь таким паразитом не быть. Стараюсь не превращаться в такое существо, которое менеджерит, руками водит. И да, написание кода мне помогает себя больше уважать. И вам советую того же. Не превращайтесь в управленческих паразитов. Это конец вашей карьере, конец вашему развитию, конец вас как личности. Так. Тут мы уже близки к концу. Время наше подошло. Давайте выберем пару вопросов и закончим. Интересный вопрос такой философский. Считаешь ли ты, спрашивает меня Гульнара, что жизнь, основанная строго на идее технократичности, подлинная жизнь, вопросительный знак? О технократизме писали многие философы, и не всегда в положительном ключе.
как понять фразу «жизнь, основанная на идее технократичности»? Это значит, что человек опирается лишь на правила, на жесткие регламенты, на логику, на связку причины и следствия. И это ему позволяет чувствовать себя живым не то, что чувствовать живым, а существовать осмысленно. Не влачить существование, не ждать конца дня и конца недели и конца жизни, а каждый день просыпаться с радостью от того, что новый день пришел. Думаю, что на технократичность опираться лучше, чем, например, на идею божественности и на идею чего-то свыше нам данного, на что мы должны ориентироваться и что нам дает жизнь. Как будто бы это более такая зыбкая почва, потому что если вы стоите на позициях технократии, если вы имеете желание и привычку объяснять происходящее, а не любить или ненавидеть, то вам будет легче выжить. Даже при условии, что не все можно объяснить. Даже при том, что вы будете натыкаться на события в вашей жизни, которые не попадают в каркас ваших размышлений. Вы будете думать, что должно было быть вот так, я сделал все для того, чтобы в ответ получить то, что я ожидал, а в ответ вы получаете что-то совершенно другое. Тут, конечно, огромное количество случайных событий просто в жизни, и они могут просто никак не вписываться в вашу технократичную формулу бытия. Но и это тоже можно объяснить. Вы тоже можете себе сказать, что да, в жизни существуют случайные числа, да, существует гром, молния, снегопад, пожар, налоговая инспекция. Все это существует, и мы в этом живем. Так, кажется, мне прочнее будете стоять на ногах, если будете верить в логику, верить в правила, а не в волю Всевышнего. Как будто бы ее так не очень-то и много, этой воли прослеживается. Тут короткий вопрос. Как считаете, разработчик должен выпрашивать задачи или руководитель проекта должен распределять задачи? Я думаю, что ни первое, ни второе. Я думаю, что разработчик должен просто брать задачи из бэклога. Есть список задач, который уже утвержден архитектором проекта. На каждой задаче стоит флажок или стоит маркер сложности задачи, или важности, или приоритетности задачи. А дальше команда просто открывает бэклог, и каждый выбирает себе, что ему делать, и делает. Это самый правильный способ. Никакой тут менеджер не нужен, и не нужно ни у кого выпрашивать. У вас всегда под рукой, всегда перед вами список того, чего нужно делать. Так, я выбираю последний вопрос, и мы заканчиваем. Попробуем найти что-нибудь философское. Так, вот интересно насчет книги «Объектно-ориентированная антология». Я даже не слышал о такой книге. Я почитаю, о чем идет речь. Не знал о такой. Через сколько лет после начала карьеры вы стали чувствовать себя уверенно как специалист? Лет через 10. Примерно так. Тут мне говорят, при чем тут свобода слова и свобода ассоциации? Запятая, лопух. Лопух – это я. Что такое свобода ассоциации, я не знаю, к сожалению. Видимо, лопух так и есть. Почему вы уравниваете увольнение и убийство? Так, тут пошли уже вопросы слишком сложные, слишком философские. Давайте вот этот выберем.
Вы религиозный человек или атеист? Вы боитесь смерти? Вопросительный знак. У меня начинается паника, это пишет автор вопроса, когда начинаю думать о неизвестности после нее, об отсутствии самого существования. Ну, не только у вас, у многих возникает паника. Думаю, не то что думаю, я бы вам посоветовал в этом случае представить, что существование закончится не только у вас, а у всех, одновременно с исчезновением вас. То есть у вас паника почему? Потому что вы понимаете, что мы останемся, а вас не будет. И у вас паника. Вы понимаете, что вы исчезаете из того окружения, в котором находились так много и так долго. В которое каким-то чудом попали. Сначала вас не было, потом вы сюда попали, побыли с нами какое-то время, и вот вы исчезаете, вы уходите куда-то, а все остаются. У вас паника от окончательного, финального и бесповоротного исключения из социума, такого отторжения. Вас как бы выгоняют навсегда, и вы никогда больше не вернетесь туда, где вы привыкли быть. Отсюда паника. Я думаю, с этим связано. Представьте, что при исчезновении вас исчезнет весь мир. А ведь на самом деле так и есть. Для вас так точно. Если мы будем считать, что нет никакого продолжения после жизни, если будем такими материалистами на 100%, то при исчезновении вашего мыслительного аппарата и вашего биоорганизма исчезнет все вокруг, потому что некому будет наблюдать за этим больше. Вас-то нет. Вы уже не наблюдаете. И значит, не вас выгоняют, не вы уходите в поле и там в одиночестве, а мы здесь все остались. А мы все одновременно исчезаем. Вы как обозреватель, а мы как то, на что вы смотрели. То есть поставьте себя в центр Вселенной. Не Вселенная смотрит на вас, а вы смотрите на Вселенную. И тогда смерть для вас будет просто концом всей Вселенной. Она просто заканчивается. Вы перестаете на нее смотреть, закрываете глаза, как будто бы засыпаете. Ну, вы когда ложитесь спать, вы же тоже закрываете глаза, и исчезает все. Вы остаетесь один, а мы все исчезли. Это чисто, конечно, разговоры тут, но эта мысль, она может вам помочь избежать паники, убрать это ощущение, ощущение такой безысходности от потери связи с тем, с чем такая связь так долго была. Ну вот так. Так, тут мне пишут: привет, коммуняка, и вам привет. Давайте будем заканчивать. И закругляться. Да, спасибо вам большое, я вас был рад видеть. Увидимся в следующую пятницу мы не увидимся, я буду там на конференции, а через пятницу мы снова встретимся.